Друзья, всем привет! Я приехал сейчас в ателье по тюнингу выхлопов Org Fabrication. Если кто не помнит, ну и если кто хочет посмотреть, одно из самых первых видео на моем канале было как раз таки тюнинг выхлопной системы. Это было еще в далеком 2017 году. Если я не ошибаюсь, то это тогда было одно из первых видео на YouTube по подробной постройке выхлопа для EZ30, для шестицилиндрового оппозитника от Subaru. Тогда в 2017 году мы установили австралийские коллектора Raptor и построили кастомную среднюю часть от коллекторов до центрального заводского резонатора. На тот момент для того, чтобы открыть весь потенциал мотора, тюнинга этой передней части выхлопной системы было абсолютно достаточно. Но получается так, что задняя часть, вернее средняя часть от резонатора и до задних банок у меня оставалась заводская. И получается, что задняя труба в диаметре была чуть-чуть тоньше, чем передняя, что в идеале не совсем правильно. И именно сейчас мы будем доводить мою выхлопную систему до идеала. Поехали! Так, ребятки, ну-ка давайте заценим, какие машины тут еще сейчас будут дорабатываться в этом ателье. Тут у нас стоит C63S AMG, все как надо. V8 B-Turbo, громадные тормозюли. Так. Здесь у нас такой Young Timer, можно сказать, 944 Turbo. Кстати, не простой, а уже... Ну, вернее, это был 944 обычный, не турбо, а стал уже турбо. Это как раз таки машина Ора. Делал тоже кастомный проект, сам все варил, все делал. Такой вот красавец. Ну, здесь 911 турбо. И моя Суба. Ребят, зацените, два разных производителя. Два единственных производителя в мире, которые производят оппозитные моторы. И при этом оба шестицилиндровые. И оба надутые. В одном гараже, под одной крышей. Друзья, всем привет! Это уже третий день по достройке выхлопной системы моего Subaru. В общем, все оказалось не так уж и просто. Благодаря центральному резонатору, который установлен у меня на моем Subaru, благодаря карданному валу, который соединяет обе оси машины, форма центрального резонатора очень специфическая для того, чтобы резонатор не выпирал слишком сильно из-под днища. У него очень специфическая форма. И если поставить какой-нибудь обычный овальный или круглый резонатор, то они будут очень сильно выпирать из-под днища и, возможно, даже будут цеплять, если учесть, что у меня машина и так довольно-таки низкая. Поэтому здешний мастер по имени Ор решил, чтобы сделать все грамотно, он решил прям смоделировать с нуля новый резонатор, именно специально для моей машины. То есть получается кастомный абсолютно резонатор, для того, чтобы он сидел максимально высоко к машине, не выпирал и при этом хорошо подавлял ненужные звуки. Давайте посмотрим, на какой стадии сейчас находится постройка моей выхлопной системы. Очень интересно, я думаю, вам очень понравится то, что вы увидите. Поехали!
Ну что ж, система в принципе готова, сейчас ее устанавливают. Вообще напомню, да, что в свое время Ор мне варил и переднюю вот эту вот кастомную часть с резонаторами. И теперь вот наконец-то мы доделали всю заднюю часть. Главная задача заключалась как раз таки в том, чтобы вот этот вот резонатор не выпирал под вот этой вот линии. Насколько я понял, что в тех же, как и Moto Racing и K2 Gear, резонаторы немножко сидят ниже. Кстати, вот эту вот часть тоже пришлось переделать, потому что в прошлый раз она была подстроена, подогнана под заводскую систему. И теперь уже ее пришлось немножко переделать под новую трубу 63. Итак, ребят, я надеюсь, что даже видео по обычным колонкам смогло передать всю сочность звука, который у нас получился, потому что на высоких оборотах действительно звук получился ну просто отпадный, сворачивающий головы и так далее. И все вроде бы классно, но, к сожалению, не все идеально. Без ложки дегтя в бочке меда не обошлось. Если на высоких оборотах у нас получился просто отпадный звук, то, к сожалению, на низких оборотах у нас добавился очень неприятный для слуха гул в диапазоне от 2500 до 3000 оборотов. Я думаю, данный гул знаком многим владельцам шестицилиндровых двигателей, которые, конечно же, ставили полностью прямую выхлопную трассу. В общем, получается так, что задней заводской выхлопной системой этот гул еще как-то душился, а после того, как мы сделали ровную трассу с новым, с вот этим вот спортивным резонатором, данный гул начал проявлять себя, в том числе из-за того, что у меня стоят задние прямоточные банки STI Genome. Откуда и почему берется данный гул, почему именно в этом диапазоне оборотов, все это, ребята, вы можете спокойно найти на просторах интернета. Есть немало статей, посвященных данной проблеме. В общем, если коротко, то я вам расскажу о трех основных решениях для данной проблемы. Первое из них — это установка более затычных задних банок. Есть разные виды, есть банки, которые можно установить с заслонкой определенно, есть также банки с определенными каналами, которые можно поставить, есть просто более затычные банки, ну, допустим, если просто даже поставить банки, которые здесь шли с завода, этот гул сразу же пройдет. Второе решение этой проблемы — это так называемые резонаторы системы Гельмгольц, которые обычно ввариваются где-нибудь около задних банок и практически полностью убирают этот гул. Третий вариант — это установка дополнительных обычных резонаторов в систему выхлопа, которые, скажем так, снизят до минимума данный гул, но не уберут его полностью. В общем, ребята, забегая наперед, буквально уже через несколько месяцев после того, как мы установили вот эту вот заднюю тюнинговую систему, получилось так, что мы переварили выхлоп полностью. На V-бендах полностью переварили переднюю часть. Но это уже совсем другая история. Через несколько видосов, я думаю, вы увидите основную причину изменения всей передней части выхлопной системы. Жена была довольна выплатами, да. Зато варили катализаторы, и теперь машина,
не так уж сильно загрязняет природу. Видишь, нет худа без добра. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что видос вам зашел. Если он вам понравился, обязательно лайки, комментарии, подписки, если кто до сих пор не подписался. Ну и рассылка друзьям, обязательно. Ну а с вами был, как всегда, Стас, канал Legacy Driver. Я желаю вам добра и удачи. Увидимся в следующем видео. Пока.